So we look at our lives, we can see that we can divide all of our experiences into these four. First, we're a human. Second, we have tendencies, we have personality traits. Third, we have relationships with sentient beings. It's quite simple. Think of the world. Every one of us has sentient beings who like us and who don't like us. It's pretty straightforward. Forget the ones who do neither. We've got friends, enemies and strangers, right? The whole universe is like this. Monkeys, dogs, humans have their friends, their enemies and their strangers. So 99.9% of the strangers. But we can see in our, we have those who are mean to us and those who are kind to us. It's not rocket science. We see this. Анализируя свой собственный опыт, мы видим эти Прости, Франсуа, я про тебя забыла. Анализируя свой собственный опыт, мы видим, что в нашей жизни присутствуют все эти четыре составляющие. Во-первых, прямо сейчас мы люди. Во-вторых, у всех нас есть определенные склонности. В-третьих, у всех нас есть определенный опыт, соответствующий некогда созданным причинам, потому что люди к нам определенным образом относятся. У всех нас есть друзья, враги и незнакомцы. Конечно, к незнакомцам относятся 99% населения Земли, но при этом у нас все равно есть и друзья, и враги. Все существа делятся на эти три категории на уровне нашего опыта. Так что никакой ядерной физики здесь нет. В этом ничего сложного нет. Мы сами видим эти вещи на собственном опыте. Donc ça, c'est les trois premières. And then the fourth one, we've got environments. We live in a type. The environment. Четвертое — это то, что у нас есть окружение. Окружение сказывается на нас в конкретном ключе. Et l'environnement qui nous impacte de différentes manières. Yeah, so the four results of non-killing. Четыре следствия неубийства. This conscious, intentional decision motivated by a virtue to not kill the mouse. Мотивированного добродетеля и сознательного решения не убивать мышь. Leaves a seed in the mind. Оставляет в уме отпечаток. That will then multiply and then ripen as many types of rebirth first, good ones. Отпечаток, который приумножится, и затем созреет как множество видов перерождения. Скажем, перерождение в форме человека. Второе. Second, it will ripen as a tendency to not kill. Это то, что отпечаток созреет как склонность не убивать. Third, it will ripen as not getting killed or not dying young. В-третьих, отпечаток созреет как то, что нас не убьют, или то, что мы не умрем молодыми. And fourth, it will ripen as an environmental result. И в-четвертых, отпечаток созреет как следствие с точки зрения среды, следствие среды. You'll be fat and healthy. Вы будете пухленькими и здоровыми, а все, что вы будете съедать, вас будет напитывать. Будьте как Уоррен Баффет, сверхбогатый американский бизнесмен, который отдал $65 миллиардов Биллу Гейтсу. Когда я об этом услышала, там было 55 миллиардов, это было 10 лет назад, но с тех пор уже стало 65, он много денег зарабатывает. Ему 87 лет. 87 лет. И он известен тем, что очень прагматичен. В отличие от господина Трампа, ему нравится платить налоги. Ездит на той же старой Тойоте, на которой ездил последние 20-30 лет. Верит в нравственность. Живет в том же старом доме, в котором прожил 30 лет. Но здесь мы применительно к карме говорим конкретно о здоровье. Ему 87 лет, и он здоров. И, как отмечала его дочь, я ни разу не видела, чтобы он к губам воду подносил. Всю его жизнь, его диета, без каких-либо исключений, состояла из чизбургеров, Кока-кола с определенным вкусом
и ванильно-мороженого. Well, scientists should be shattered by this. Ученых это должно было бы сокрушить. All we do is shrug our shoulders and just laugh, you know. Но мы просто пожимаем плечами и смеемся. Well, that's the environmental result of non-killing. Это вот следствие среды, вытекающее из неубийства. And the one called experiences similar to the cause of past non-killing. И подобное причине переживания, также проистекающее из неубийства в прошлом. I don't know whether he has the, you know, I don't know whether he has a tendency to not kill. I didn't hear about that. Не знаю, есть ли у него склонность не убивать, об этом ничего не известно. The Buddha is quite straightforward. Будда здесь довольно прямолинейен. In his case, В данном случае, and all of us, да и в случае со всеми the main cause нами, of his being human главная причина того, что Уоррен Баффет человек, wasn't his mummy and daddy. это не его мама и папа, It's certainly not a creator. и, безусловно, не творец. It's not a random event. То, что он человек, это не случайное стечение It's a result of обстоятельств. his own past intentional non-killing. Это следствие того, что в прошлом он породил намерение не убивать. That programmed his consciousness И это намерение запрограммировало его before he even сознание. stopped breathing in his past life. Еще до того, как он перестал дышать в своей прошлой Caused жизни. him, when his consciousness left the body, Что побудило его, когда его сознание покинуло тело, to run like a magnet подобно, his new mummy's human womb while she's in bed with his daddy. словно под воздействием магнита, устремиться к своей новой матери, пока та находилась в постели с его новым отцом. His past morality is the cause of his getting a human body. Его прошлая нравственность — это причина того, что он обрел человеческое тело. And then second, if he has got the tendency to not kill, Во-вторых, если у него есть склонность не убивать, his genes are from God, она пришла не от мамы и папы, не из генов, не от Бога, from his own past habit of not killing. а проистекает его собственной прошлой привычки не убивать. And third, Третье. experience similar to non-killing Переживание, подобное неубийству, is how come he's still alive, fat and healthy at 87. состоит в том, что он No все one's killed еще him yet, and he hasn't died young. состоит в том, что он все еще жив в возрасте 87 лет. Он здоров, его никто не убил, он не умер молодым. And the main reason that any old rubbish nourishes him and he's still fat and healthy is because of his past non-killing. So here's the main cause of why he's fat and healthy, why he's not dead yet, why he got a human birth, and why he doesn't kill. Here's the main cause. We are the creators, as his Dalai Lama says. Karma's self-creation. Главная причина, и его же неубийство — это главная причина того, что всевозможный мусор его тело напитывает и сохраняет в нем здоровье. То есть он сам является главной причиной того, что он здоров, того, что он жив и не умер, того, что он человек, и того, что он пребывает в соответствующей среде. То есть он сам является творцом всех этих вещей. Как это описывает Далай-лама, карма подразумевает самосотворение. It's like self-creation, he said. Самотворение. Self-creation. Карма — это процесс нашего собственного творения. Творение, которое мы сами осуществляем. So when we hear it this way, Когда мы в этом контексте это слышим, когда мы понимаем эти вопросы так, а не в контексте наказания и вознаграждений, think about suffering, rebirths, and hell realms, and spirit realms, and being born as animals, it actually brings compassion, not blame. нет ничего устрашающего в том, чтобы думать о несчастных перерождениях в водах, перерождениях в форме голодных духов, животных и так далее. Мысли об этих вещах будут пробуждать в нас сострадание, а не желание обвинять. Не чувствую вины. Because nothing we think and do and say disappears from the mind. It all stays there. Ведь ничто из того, что мы думаем, делаем и говорим, из ума не исчезает. Все остается в уме. Et ne disparaît, tout laisse des graines, des empreintes sur l'esprit et reste là. So if at the time of your death, Если в момент вашей смерти, and it's before you even stop breathing, this happens, а это случается еще до того, как вы перестанете дышать, depending on the way you die, в зависимости от того, как вы умрете, and indeed depending on what you've practiced in your life, many conditions, и на самом деле в зависимости также от того, что вы практиковали при жизни, в зависимости от множества условий, the karmic seeds that will produce these four results are all triggered right there. кармические семена, которые приведут к этим 4 результатам, окажутся активированы. So in our case,
И в нашем случае, before we even stopped breathing in the past life, еще до того, как мы перестали дышать в прошлой жизни, which is not more than a few weeks before we found ourselves in our mother's womb, а это было всего за несколько недель до того, как мы оказались в утробе матери, virtuous karmic seed from our own practice, strong intentional practice of morality, of non-killing in particular, in the context particularly, as Rinpoche puts it, of living in vows of morality, would have been triggered. были активированы добродетельные кармические семена, которые связаны с нашей собственным намеренным воздержанием от убийства, и не просто намеренным воздержанием от убийства, практикой не убийства, но и, как это описывает Лама Зопари Пача, жизни в обетах не убивать, жизни с обетами не убийство. La prise de vœux, d'avoir pris des vœux de ne pas le faire, comme le dit l'Amazon Rinpoche. Donc, ça, toutes ces graines vont être déclenchées. We must have trillions of karmic seeds in our little bank vaults. В наших банковских запасах триллионы различных кармических семен. And then at the time of death, due to the conditions of how we died, and our practice and various things, И в момент нашей смерти, в силу тех условий, в которых мы умирали, же практики и тому подобных вещей, triggered a virtuous karmic seed, one of our virtuous karmic seeds from our fully ripened bank vault. были активированы кармические семена, определенные кармические семена из наших изобильных банковских запасов. Déclenchées, vont être activées. Et dans notre petit sac, already determined that our mummy, the mummy and daddy we're going to get born to, they probably haven't even thought about us yet. They probably haven't even met each other yet, perhaps. Possible. Что предопределило конкретных маму и папу, у которых мы в будущем родились. При том, что мама и папа между собой, может быть, в тот момент еще даже не встретились. Sont déjà déterminés. Peut-être qu'ils ne sont même pas encore ensemble, qu'ils ne se sont même pas encore rencontrés. Mais là, c'est déjà déterminé. Simultaneously, одновременно с этим, from the next bank vault, all our tendencies, all the tendencies that would produce our personality, already triggered before you even get to your mother and father. Nothing to do with them. в другом отсеке наших собственных кармических запасов пробудились семена, которые связаны со всеми нашими склонностями в этой жизни. Теми склонностями, которые у нас в этой жизни проявляются. Склонностями, которые могут не иметь никакого отношения к нашей маме и папе в этой жизни. Et donc qui, elles aussi, vont être activées à cet instant de la mort, et donc qui vont créer vos tendances de votre vie à venir. Et donc tendances qui n'ont évidemment rien à voir avec votre papa et votre maman, qui ne se sont... All your tendencies. Все ваши Good at склонности. music, good at killing, good at, psychotic, compassionate, wise, whatever it might be. То, что вам хорошо дается музыка, или убийство, то, что вы психопат, или то, что вы что-то еще, все это, по сути, набор привычек. And the third one is called experiences. Третий аспект — переживания. It's the way you're seen and treated by others in that life. То, как вас видят, и то, как с вами обращаются другие в рамках этой конкретной жизни. So you start with your parents, how they treat you, how they love you, hate you. То есть начинается все с ваших родителей, с того, как они с вами обращаются. Любят они вас или ненавидят. Начинается все с ваших братьев и сестер, дяди, тети, соседей, The rats and the roaches in the house. крысы, тараканов в вашем доме. All these sentient beings involved in your life. Со всех этих живых существ, которые вовлечены в вашу жизнь. Karma is very personal. Карма имеет очень личный характер. Cannot meet those sentient beings Невозможно было бы встретить этих живых существ without a strong karmic connection with them. без мощной кармической связи с ними. There's no way they can like you or dislike you or harm you or help you if you haven't done that to them before. Not possible. Они не смогли бы вас любить или ненавидеть, убивать и так далее, если бы вы в прошлом не совершали аналогичных действий по отношению к ним. Это было бы невозможно. This is too shocking to us. This is shocking to us. И для нас это вещи шокирующие, We assume потому что мы живем с допущением either God made us о том, что нас либо сотворил Бог, and He doesn't have to tell us His plan. He's got His plan and that's fine. и Он нам не обязан свои планы описывать. Есть у Него план, и ладно. Or, for me, more horrifically, Либо, что мне кажется еще более ужасно, to me it's like fascism, для меня это прямо фашизм какой-то, that your parents made you.
Вас создали ваши родители. I find this is the most appalling concept I've ever heard in my life. Мне это кажется самым возмутительным представлением, о котором я в своей жизни вообще слышал. The two demented people, Два умственно отсталых человека, delusion, neurosis, neurotic, lying, harming people, помраченных, полных неврозов, лгущих, причиняющих вред другим людям, людей, два человека, can dare to decide to make me. осмелились решить создать меня. Who the hell do they think they are? Так кем они, черт возьми, себя возомнили? And then they blame me. А потом они меня во всем винят. Well, I go to my therapist. Я прихожу к психотерапевту, She said I've got to stop blaming them. и она мне говорит, что нужно перестать их винить. Well, I'm sorry, I disagree. Извините-ка, я с вами не согласен. Very schizophrenic in the West. Западное представление очень шизофренично. If I literally am the handiwork of my mummy and daddy, literally, which is what the science says, Если я в буквальном смысле есть творение моих мамы и папы, а именно такие утверждения делают ученые, then they are the blame. их и нужно ввинить. Sue them to the maximum. Нужно их по максимуму засудить. I am serious. Я серьезно. I'm serious. Серьезно. It's the most fascist idea I've ever heard, and we all believe it's true. Это самая фашистская идея, которую мне доводилось слышать, и мы все верим в ее истинность. I mean it, I'm serious. Я серьезно говорю. That to me is a nightmare. Для меня это кошмар. At least the one a creator I can accept. По крайней мере, идею о Творце я еще могу принять. I'm prepared to surrender to that one. Ему я готова сдаться. The materialist one. Но материалистические представления... No wonder we're all insane. Неудивительно, что мы все безумны. Full of blame and rage. Of course we would be. Полны желания обвинить и ярости. Разумеется, такими наши умы будут. I didn't ask to get born, did I? Я ведь не просила, чтобы меня рожали, правда How же? dare people do bad things to me? Как смеют другие люди со мной дурно Dare поступать? that, woman in prison get accused of murder, she didn't do it. It's absolutely outrageous. No wonder we all go mad. I understand. It's the reason. Как вы For помните, the materialist view that we didn't ask to get born and started in our mother's womb. Of course we're all insane. конечно, как вы помните, женщина в истории, которую я рассказывал вчера, несправедливо обвинили, посадили в тюрьму, приговорили к смертной казни и так далее. Разумеется, от такого можно и с ума сойти и впасть в невероятную ярость. Разумеется, мы не просили, чтобы нас рождали. Неудивительно, что мы все сходим с ума. Ведь в рамках этого воззрения нет никаких причин для того, чтобы плохие вещи случались с хорошими людьми. And indeed, there's no reason why good things should happen. А на самом деле нет и никакой причины для того, чтобы случались вещи хорошие. We don't care about that. We just give me more good things. We don't care if there's no reason about the good things. Но это нас не волнует. Нам главное заполучить побольше хороших вещей. Отсутствует для них причин, присутствие этого уже нас не интересует. Life really is random if we take the materialist view. Если мы принимаем материалистические воззрения, жизнь действительно оказывается совершенно случайным стечением обстоятельств. Of course, that's why you get angry. Поэтому ты и сердишься. A philosophical view based upon that philosophical view. It's a natural response. Of course it is. Разумеется, ведь гнев — это естественный отклик на только что описанное философское воззрение. Естественное следствие этого философского воззрения. Whereas the Buddhist view of karma В то время как в рамках воззрения о карме puts you in charge. вы оказываетесь ответственны. Вы начальник. Вы создаете причину своего счастья, и вы создаете причину своего страдания. И в силу этой причины вы все можете поменять. Oh, that's heaven. Это рай. Гораздо лучше. What do you think? А вы что думаете? Any questions, please? Какие-либо вопросы? Il y avait des questions en ligne. Wait, but Alex, you have somebody down there. Oui, You have someone. oui. Okay, go on. Excuse me. I'm checking. Is it in relation to what I just said now? Have you got a question in relation to what I just said now? C'est en relation avec ce que je viens de dire? Est-ce que Oui. tu as une question en relation avec ce que je viens de dire? This discussion about No, karma? it's not directly. Question sur le karma? Non, pas directement. Well, yes, sorry. Okay, There go is on. one. Go, There is go, one, go. yeah. Alors,
En écoutant Robina, je me demande, donc c'est Emmanuel, en écoutant Robina, je me demande si nous sommes responsables du fait que nous renaissons en tant qu'humains à travers les actions que nous avons eues dans nos vies passées, et de ce fait, c'est parce que nous n'avons pas tué, que nous sommes humains. Comment se fait-il que dans notre vie actuelle, certains humains tuent? Est-ce qu'il n'y a pas de continuité entre les réincarnations et qui nous permettent d'évoluer à travers nos incarnations pour mener vers l'éveil? Если мы создали причину для того, чтобы переродиться в этой жизни людьми, почему это означает, что мы в прошлом не убивали? Non-killing karma, we've got trillions of them, as well as the killing, has ripened in this case. But we've got trillions of karmic seeds, including killing ones. Подразумевается, что у нас есть триллион различных кармических семян, и в том числе конкретная карма намерения не убивать, которая в данном случае, в случае с данной конкретной жизнью, и созрела в момент нашей смерти. Тогда почему у некоторых людей склонность убивать? Потому что это другая кармическая дорожка. Как я говорила, эти 4 результата между собой вовсе не обязательно связаны. Это 4 отдельных дорожки. One way karma ripens is a tendency. Один способ созревания кармы — это склонности. Another way it ripens is as it happening to you. Другой способ созревания кармы — это то, что происходит с вами. It doesn't follow, you'll have both. И вовсе не обязательно эти вещи у вас будут относиться к одному и тому же. And another way it ripens is a type of rebirth. Еще один способ созревания кармы — это вид перерождения. They're 4 separate tracks, and the fourth one is environmental. Это 4 разных дорожки, а 4-е следствие — это следствие среды. Okay. Ясно? Some other questions? Какие-либо еще вопросы? Here, you see? Здесь где-то был вопрос. Sure. Yeah. Oui. Si le karma individuel dépend aussi de nos parents, est-ce que deux frères ou 2 sœurs nés de mêmes parents, leur karma il est bien divisé, même s'ils ont le même rapport avec les parents? T'as compris? Если индивидуальная карма зависит от наших родителей, If what? Sorry? If individual karma also depends on our parents. It doesn't depend on our parents, though. Non, le karma individuel ne dépend pas de nos индивидуальная карма не зависит от наших Parents we get родителей. depends on our karma. Родители, которых мы получаем, зависят от кармы. То есть все наоборот. Les parents que nous allons avoir dépendent de notre karma. Oui, mais justement, si toi, ou mon frère, ou enfin chacun un frère ou une sœur, passe par les mêmes parents, on va dire, parce que le choix des parents, il serait donc karmatique. Si je peux reprendre le terme, quoi. Est-ce que le destin du karma de 2 frères, parce qu'ils passent par les mêmes parents, est-ce qu'il est identique ou quoi? Okay. Two brothers or 2 two брата sisters, или 2 сестры and, есть. they've had kind of identical karma. That's right. У них была как бы идентичная карма, чтобы они плодились, чтобы они родились одних и тех же детей. Одна конкретная карма, да, для того, чтобы они родились у одинаковых родителей, одних и тех же родителей. So then? И что дальше? Est-ce que ça peut influencer sur la vie individuelle de 2 frères, même s'ils vivent à 800 bornes, tu vois? Но будет ли тот факт, что у них это сходная карма, с которой они переродились на карму? Будет ли это иметь какое-то следствие, даже если они живут в разных странах и так далее? What do you mean? В смысле? Personnel, par exemple, tu peux très bien avoir un même destin. Genre, t'as un frère qui est très loin, moi, c'est un peu ce qui m'arrive, et on a pratiquement un même destin, même si on vit à 800 km l'un de l'autre. Et même si ça se passe pas de la même manière. Donc, si tu remontes dans cette histoire de 2 parents, et que tu... В его случае его брат живет очень далеко, но у них очень сходная судьба. Because you're born to the same mummy and daddy, that's the second kind of karma. Но это вызвано не тем, что вы родились у одних и тех же родителей. Здесь уже речь о втором виде кармы. You have similar tendencies to each other. You have similar tendencies to each other. У вас склонности, которые между вами
похожи. piste du karma, c'est parce que vous avez des tendances similaires. That's not because you're born to the same Не, parent. не потому, что вы родились у одних и тех же родителей. So the first way karma ripened for you and your brother, То есть первый способ созревания кармы у вас и у you вашего both брата born into the same mummy's womb, yeah? состоит в том, что вы родились в утробе одной и той же матери. So from that perspective, you can say between you two, as well as your mummy, there's a strong karmic history with each other. В силу этого мы можем сказать, что между вами двумя, а также вашей матерью, присутствует мощная кармическая связь. Vous avez cette forte histoire qui vous Now, relie the second track of karma for each of you Вторая дорожка кармы, в случае с каждым из вас, is your own personal tendencies. это ваши собственные личные склонности. Now, forget whether you live in one part of the country or another. Неважно, тут живете вы в той или иной части страны. We can see that two brothers in the same household, Мы можем сказать, что два брата, находящиеся в одном доме, one can be a saint and one can be a psycho. один из них может быть святым, а другой психопатом. That's because you've got different tendencies in your mind. One's born with a lot of suffering tendencies and one's born with a lot of good tendencies. Потому что в вашем уме присутствуют разные склонности. Один брат может иметь мощные склонности, связанные со страданием, другой — мощные склонности благого порядка. But equally in your case with your brother, it seems like you're saying, Но, судя по всему, на основе того, что вы говорите, в случае с вашим братом, due to your own past actions, each of you individually, в силу ваших собственных прошлых действий, тех действий, которые вы индивидуально в прошлых жизнях совершали, in this life you're born with similar personality traits. вы в этой жизни родились со склонными, со сходными личными склонностями. Do you see the point? Понимаете, о чем речь? Does it answer your point? Это отвечает на ваш вопрос? Si. Oui. Cinq, Okay. c'est l'autre. Я понял, да. Отлично. Someone else here. Еще какие-то Yes. вопросы? Oui. J'ai entendu que, apparemment, d'un point de vue karmique, nous serions en train de recroiser des êtres, que ce soit des êtres humains, des animaux, que nous aurions déjà connus précédemment. Qu'en est-il des rencontres nouvelles possibles? Я слышала, что в рамках этого Yes. что в рамках этого воззрения кармы мы встречаем в этой жизни людей и животных, с которыми встречались в прошлом. А что насчет встречи с новыми существами? How can you meet new? Как можно встретить For новых? example, okay, this Например. sounds cosmic to us, but this is the way Buddha's saying. Нам это все кажется каким-то космическим, но именно об этом Будда и говорит. Okay, so if we're not the handiwork of a creator, Если мы не являемся порождением Творца, who's the first cause, isn't it? который был бы первой причиной, And if we're not the handiwork of mummy and daddy, если мы не являемся творением мамы и папы, we're the handiwork of our own past. мы творение нашего собственного прошлого. Right, so then we have to sort of the question we all ask is, well, where did I begin? Это дальше вопрос, который мы все задаем, таков. А с чего я начался или началась? We all have that question. Присутствует ли во всех наш этот вопрос? Да. Мы все спрашиваемся, все спрашиваем, с чего When я... did karma begin? When did suffering begin? When did the planet begin? When did happiness begin? When did samsara begin? We want a beginning. С чего я начался, с чего все началось, с чего сансара началась, с чего карма началась, с чего началась планета и так далее. Мы все хотим какого-то начала, выискиваем какое-то начало. What a silly question, Buddha says. Будда говорит, какой глупый вопрос. You can't, by definition, have a first something. По определению не может быть первого чего-то. You can't. Это невозможно на чисто теоретическом уровне. If we posit the law of cause and effect, Если мы допускаем, что существует закон причин и следствий, and the Buddha would say that's the law that runs the universe, а по словам Будды именно этот закон и управляет Вселенной, then if you keep, like we said yesterday, why am I jealous? то, как мы говорили вчера, можем спросить, почему я ревную? Well, this moment of jealousy is coming directly from a previous tendency to be jealous. Потому что это мгновение ревности проистекает из предшествующих мгновений ревности, предшествующей склонности к ревности. И вот мы все отматываем и отматываем назад, We want to find that needle in a haystack and go, ha, there's the cause of the jealousy. That's the first moment. и хотим отыскать иголку в стоге сена и сказать, ага, вот он, этот первый момент, вот причина ревности. Well, you just can't. Но это невозможно. Because you're saying if each moment is an effect of if each moment is an effect, Если каждое мгновение — это следствие, it means there's a previous cause. значит, была первая причина. So it can't be possible to have a thing that exists that didn't have a cause. Так что невозможно существование вещи, у которой не было бы причины.
quoi que ce soit qui n'est pas de cause. which is a previous moment of something. Не было бы причины, то есть предшествующего мгновения чего-то. Matter are the same as mind. Материя такова же, как ум. Pour la matière, que pour la conscience. As His Holiness said, Как говорит его святейшество, big bang, no problem. с большим взрывом никаких проблем нет. It's not the first big bang. Просто это не первый большой взрыв. So same with minds. То же самое с умом. So Buddha would say logically, Будда бы сказал, continuity of mental moments. с логической точки зрения логики, это непрерывность умственных мгновений безначальна. It's insane, as we say it, it's like demented. Когда, We think it's ridiculous. Instinctively we think it's ridiculous. когда мы эти слова озвучиваем, нам инстинктивно кажется, что это что-то смехотворное. It's the only logical conclusion Но это единственный логичный вывод. if you don't posit a creator Если не допустить существования Творца or posit the big bangs. или больших взрывов. So that's just one mind. Но мы здесь говорим только об одном конкретном уме. That's one mind. Это вот один конкретный ум, Beginningless. безначален. So there are trillions of minds, Существует триллионы умов, all the same, и все они одинаковы. all beginningless. Все они безначальны. Therefore, get your calculators out. Если бы Get your calculators out. что вы можете вытащить калькулятор Logically, и логически we have заключить, bumped into each other countless times. что мы все друг с другом сталкивались бесчисленное множество раз. As ridiculous as it sounds. Насколько бы смехотворно это ни звучало. Okay? Ясно? Cool. You can make a comment. Можете прокомментировать. I mean, mathematicians love thinking like this. Математикам нравится в этом ключе размышлять. So why Non, not? j'étais pas dans une partie mathématique, c'était juste pour relever le fait que dans cette vie, je peux avoir l'impression d'être toujours en lien avec des êtres que je rencontre, qui me paraissent nouveaux, mais qui sont en fait Ouais. des anciennes connaissances, ou bien est-ce que je peux faire de nouvelles rencontres? What's she saying? She's just repeating her question. She didn't hear my No, answer. no, no, no. I'm just saying that you answer my question. Good. Thank you very much. Okay, good, darling, then. Nothing new, just... Well, then why'd you ask? It was nothing new. If you knew it already, why'd you ask? It seems new, it's not new. Well, just a minute. You're like Danny. Ну-ка, ну-ка. Danny. You Danny's friend? Вы Yes, I am. Good. Oh, this sounds like it. Listen, you just asked me a question. Вы только что задали мне Surely the вопрос. question is because you don't know the answer. Безусловно, вопрос вы задавали, потому что не знали ответ. Stop. If you did, well, don't waste my time. Если вы знали ответ, не нужно тратить мое время. So if you didn't know it, don't say it's Так nothing что, new. если вы не знали, то... Если вы не знали ответ, не нужно говорить, что ничего нового не слышите. En français, Okay, en français. Go on. je n'ai pas dit qu'il n'y avait rien de nouveau. J'ai dit donc, il n'y a pas de rencontre nouvelle. Avec la réponse que vous m'avez faite, nous nous sommes déjà rencontrés ailleurs, autrement, et certainement l'avons-nous oublié et nous l'actualisons à nouveau. C'est juste pas de nouveau, pas dans la réponse, mais dans la rencontre. Она не имела в виду, она не имела в виду, что в вашем ответе не было ничего нового. Она имела в виду, что поняла, о чем вы говорите, что нет новых встреч, потому что мы все встретились в прошлом. Thank you very much. Понимаю, большое спасибо. What's your name? Как вас зовут? Elsa. Elsa. Thank you, Elsa. Спасибо, Эльса. I mean, yeah, all we can do is think about these things, isn't it? Да, нам нужно просто размышлять над этими вещами. And be brave enough to open our minds to possibilities. Быть достаточно отважными, чтобы открыть свой для возможности этих вещей, того, что эти вещи Within возможны. that parameters of logic, you know. И использовать логику в рамках этих параметров. Any other questions? Какие-либо еще вопросы? Wait. Mais en fait, est-ce qu'il existe des êtres sans karma? Могут ли быть существа, у которых нет кармы? Based on what you've heard, what would you suggest? А вы, на основе того, что услышали, что бы сказали? Если карма — это закон природы, вы бы как ответили? Oh, so maybe say more to your question. What do you mean? Или, может быть, разверните вопрос, уточните, что вы имели в виду. Bah, des nouveaux êtres, des êtres qui viendraient faire l'expérience de la Terre, mais qui n'ont pas de karma, qui n'ont jamais eu de vie antérieure. Новые существа пришли бы на эту планету и стали бы переживать. That's answered by this question. Но я уже на это ответил мы в предыдущем вопросе. The one with the previous one.
Mais là, la réponse était dans la réponse précédente, non? If there's a new sentient being, Если бы были новые живые существа, that means they came out from. But what was the cause of them? откуда эти новые существа What was взялись? the cause of their mind? Каковы были причины One их moment ума? they didn't exist. Если в предыдущем, Nothing existed. если в предыдущее мгновение они не существовали, а теперь Of the существуют, first moment of that consciousness. какова была первая причина и первое мгновение их сознания? Ok. Do you understand? Понимаете? You see the point? Thank you. Понимаете, о чем речь? It Спасибо. can't be. Новых существ не может быть. Based on this proposition here. На основе вот этих вот предположений. Этих вот положений. Anyone else? Какие-либо еще вопросы? Oui? Yeah. Oui, je voudrais savoir quel effet a la réalisation de la vacuité, puis ensuite le passage à l'état de Bouddha. Quel effet ça a sur les karmas? Хотелось бы узнать, какими последствиями, как повлияет постижение пустотности на карму, и как повлияет на карму достижение состояния Будды. Да, влияние очень большое. When we've cut the root delusion, Когда мы отсекаем коренное омрачение, when we finally see nakedly the lie, когда мы в конечном итоге обнаженно видим ложь, that there is not an independent I, and we're going to go into what that is. ложность существования независимого «я», а мы подробнее обсудим, что это такое, Because this ego grasping, this root delusion, потому что это цепляние за эго, это коренное омрачение, believes there is an independent I. верит в существование независимого As «я». long as we believe in an independent I, Пока мы верим в существование независимого «я», that causes us to do actions based on attachment and aversion and delusions. что побуждает нас совершать действия, основанные на привязанности и отторжении, то есть на омрачении, что оставляет в уме семена, That's future suffering. которые созревают как будущее страдание. But when we stop believing in that lie, Но мы перестаем верить в эту ложь, when we see the truth that is not the truth that there isn't an independent I, когда мы видим истинность того, что у нас then you've begun истинность отсутствия независимого «я», the process of karma. It's not finished yet, but you can't fall back into the lower realms after that. мы начинаем процесс отсечения индивидуальной кармы. А процесс еще не завершен, но в низшее царство мы упасть уже не можем. And effectively enlightenment, И по сути, просветление is when you've rid the mind utterly of all delusions, — это полное освобождение ума от всех омрачений, and therefore the causes of all negative karma, а стало быть и причин всей неблагой кармы. and fully developed all the goodness. И вы полностью освободили ум от всей неблагой кармы и полностью развили все благие качества. Karma meaning action, you could say that a Buddha is just constantly creating virtuous karma, just naturally. Так что даже на чисто теоретическом уровне, поскольку карма подразумевает действие, мы можем заключить, что Будда непрестанно совершает благие действия, совершенно естественным образом. Because the virtue in the Buddha's mind Потому что добродетель в уме Будды is like this never-ending producing of more virtue, just naturally. непрестанно порождает все большую добродетель, естественным образом. All contaminated karma finished. А вся загрязненная карма исчерпана. So one way of putting the whole thing is all about karma. Так что один способ все это сформулировать — сказать, что все к карме относится. Все на карме зависит. Is that clear? Описать все с точки зрения кармы. Ясно? Alors peut-être une précision, est-ce que ça veut dire qu'une personne qui réalise la vacuité donc, commence, c'est le meilleur outil pour éliminer les karmas négatifs et que ça se fait progressivement jusqu'à l'état de Bouddha et ensuite il n'y a qu'une création de karma positif. C'est ça, j'ai bien compris? Просто хотелось бы уточнить. То есть подразумевается, что постижение достоинства — это лучший способ пресечь создание неблагой кармы, но только когда достигаешь состояния Будды, остается только создание благой кармы. Да, совершенно верно.
Пока мы не постигнем пустотность, в сансаре не будет конца. Мы можем обладать всевозможными Мы можем пребывать в всевозможных высоких рождениях, царстве людей или других высоких царствах сансары, где все блистает великолепием. Но все это будет не постоянным, все это будет недолгосрочным. This is where Buddha diverged from his previous amazing Indian yogis. Вот здесь-то Будда и отклонился от представлений живших ранее выдающихся индийских йогинов. On the basis of their achieving this amazing state of samadhi in this subtle concentrated state, based on these techniques that they invented, на основе достижения чрезвычайно утонченных состояний самадхи, использованием тех техник, которые эти индейцы изобрели, they had totally subdued the arising of the fruits of negative karma. Им удалось полностью укротить проявление плодов неблагой кармы. La survenue de ces karmas négatifs. And so, for example, then have achieved a state called a God realm. И затем они, например, достигали состояния, которое называется царством богов, существование которого также описывает и Будда. Which is the fruit of virtue. Это плод добродетели. Absolute bliss. Абсолютное блаженство, For a long, long time. которое длится очень долго. And that's, the Muslims call it paradise, and the Christians call that heaven. Мусульмане называют это раем, христиане — небесами. And they would all say that's the end result. И все они написали бы это как конечный результат. The Buddha's observation is it's not the end. Но в соответствии с наблюдениями Будды это не конец. They've ceased temporarily the ripening of negative karma. Это временная остановка созревания неблагой кармы. And this ripening of virtuous karma, which is bliss, marvelous. И вызвали созревание кармы добродетели, что и порождает великолепное блаженство. Because they haven't realized emptiness. Но поскольку эти существа не постигли пустотность, Misconception of the clinging to the I. Поскольку они не отсекли тончайшее заблуждение, в которое происходит цепляние за «я», All that petrol tanker morality will run out. их бензобак нравственности опустеет, And back to suffering again. и они снова вернутся к страданию. So Buddha would say we've had countless realizations in past lives. Будда бы сказал, что мы в прошлом обладали бесчисленными реализациями, бесчисленным We've had множеством infinite реализаций. powerful lives. У нас было бесчисленное множество жизней, где мы обладали мощью или властью. Eons in the God realms. Мы ионы пребывали в царстве We've богов. had powers, siddhis, Мы обладали силами, сидхи, clairvoyance, ясновидением. single point of concentration, countless times. Бесчисленное множество развивали однонаправленное сосредоточение. Но никогда прежде не постигали пустотность. Top of the mountain. Так что мы доходили до вершины горы и снова падали. So what we've got to do is realize emptiness. Что нам нужно сделать? Постичь пустотность. Then we can get out of samsara. Тогда мы сможем выбраться из сансары. Only then. Только тогда. That's where he diverged. Вот здесь-то Будда отклонился от индуистов. Именно в этом конкретном моменте. And that's where they would get to finally this view of non-dualistic. И вот здесь-то мы приходим к буддийскому представлению о недвойственности. So we have to understand emptiness. Поэтому нам необходимо понять пустотность. Ok, merci. Et peut-être une dernière très courte, si vous permettez. Okay. Очень короткий вопрос, если можно. Même au niveau du Dharmakaya, ça veut dire qu'il y a encore des karmas, mais que ça ne peut être que positif. Ouais. Даже на уровне Дхармакаи, то есть остается карма, да, это карма, может быть, Dharmakaya is a word in Sanskrit used to refer to omniscient mind. Нет, Дхармакая — это санскритское понятие, которое используется для обозначения всеведущего ума. So when your mind, which is not physical, Когда ваш ум, который имеет нематериальную природу, достигает просветления, sangye, становится сан-гье, то есть Буддой, free of all delusions, свободным от всех омрачений, полным всех видов блага, your consciousness, which is not physical, ваше сознание, которое является нематериальным, wherever there's existence, it can't not be there. естественным образом пронизывает все существование. Всюду, где что-то существует, ваше сознание не может не There's no пребывать. need for gross manifestations of bodies. Нет нужды в грубых проявлениях в телах. Нет необходимости проявлять тела. Way beyond the need for gross
gross manifestations. Вы далеко превзошли потребность в грубых проявлениях. So the mind is omniscient. Так что ум It всеведущ. sees that which exists Он видит as то, it exists, он видит without mistake. видит то, что существует так, как оно существует, безошибочно. Because everything, by definition, is knowable by minds. Потому что с точки зрения Будды все по определению познаваемо умом. It's the natural potential of all minds Таков естественный потенциал всех умов. to cognize that which exists. Познавать то, что Because the существует. joke is we create that which exists anyway. Потому что самое смешное, The joke is we create that which exists anyway. самое смешное, мы-то и создали все, что существует. So the mind pervades wherever there's existence. It can't not be wherever there is existence. Так что ум пронизывает все, что существует. Он не может не пребывать там, где что-то существует. It sees that which exists, Он видит то, что including существует, the minds of all beings, all perfectly, all their past, all their future. включая умы всех существ, все их прошлое, все их будущее. Совершенным образом это ведает. Because keep remembering, what exists is by definition knowable by mind. Потому что, как вы помните, то, что существует, по определению познаваемо умом. And has infinite empathy for all beings. Because there's no longer a separate sense of self. И этот ум обладает безграничной эмпатией по отношению ко всем существам, потому что, как вы помните, больше нет отдельного чувства отдельного «я». Это дхармакая. Это состояние Будды. Then because of you worked for so many countless lives to achieve that. Но поскольку вы трудились бесчисленное множество жизней для того, чтобы этого достичь, Driven by, as Lama Zopa calls it, your unbearable compassion for sentient beings. и направляло вас в этом, как это описывает Лама Зопа, ваше нестерпимое сострадание по отношению к живым существам. And by this point, you're utterly capable, effortlessly, Вы к этому моменту совершенным образом, без усилий, способны in manifesting in countless rupakayas, Прояв- bodies for the sake of sentient beings. проявляться в бесчисленных рупакаях, телах, ради блага живых существ. And there's two kinds of those. И есть два вида этих рупакай. The Namanakayas, which regular Joes like you and me can see, Нирманакаи, которые способны видеть обычные ребята вроде нас с вами, emanation bodies, тела проявления. emanation bodies, Donc ce sont des corps d'émanation. or the ones that are called Sambhogakayas, or enjoyment bodies, И так называемые сампогакаи, или тела наслаждения, which are subtler, которые обладают более тонкой природой. Это тела из света, Arya bodhisattvas can cognize. которые способны познавать только Ария Бодхисаттва. And out of your immense compassion and power, И в силу вашего невероятного сострадания и вашей силы, you're effortlessly manifesting in countless of these throughout universes for as long as time exists. вы без усилий проявляетесь в этих бесчисленных формах во всех вселенных, пока существует время. Tant que les univers existent. That's a Buddha. That's Вот so это и that's есть a more Будда. bigger answer than you asked, but does that answer? Это, конечно, более развернутый ответ, чем тот, что предполагал ваш вопрос. You look puzzled. What's wrong? Вы что-то выглядите смущенным. Что-то не так? Il va falloir que je réécoute quand même tout ça. I think I will have to re-listen to all this. Oh, Думаю, придется все переслушать. Ну да. just saying your words here, you know? Bon, moi, je Я просто слова pourrais тут vous озвучиваю. dire, mais- Merci beaucoup. Большое спасибо. Buddha is not just being a nice, mindful person. Так что быть Буддой — это не просто быть осознанным, хорошим человеком. Чуть побольше. Будда — это не просто хороший, осознанный человек. Чуть покруче. Slightly more than that. C'est un peu plus que ça. Чуточку побольше. As mad as it sounds. Как бы безумно это ни звучало. Listen, when I first heard these teachings from these lamas' mouths, I thought they were insane. Когда я впервые услышала все эти учения из уст лам, я сочла, что они с ума сошли. Что эти учения безумны. And it's only because I'm buying into this view that I can say it with a straight face, you know? И лишь потому, что купилась на эти Only воззрения, because I'm buying into. только потому, что я подписываюсь под этим. Только I потому, что accept it. I take it on board as my hypothesis. Only because I'm buying into this view can I speak of it with a straight face. это только потому, что я подписываюсь под этими учениями, принимаю их, принимаю в качестве гипотезы, я могу все это описывать с нормальным выражением лица. I mean, I wouldn't tell my sisters this.
Я с сестрами об этом с сестрами я бы своим об этом стал рассказывать не стала. Они совершенно не представляют, что я думаю, как я мыслю. Они ни разу меня за 40 лет об этом не спросили. Да, но это и не важно. Я счастлив. Any questions? It's only 11:40. We've got hours. Какие-либо еще вопросы? Времени у нас еще полно. It's 11:38. It's got hours. Okay, what else? Что еще? Maybe we should talk. Somebody else? Что-то еще? Нет? Just- Okay. Okay. Yes. Да? So the same person as before. Yep. About Who is this person? What's their name? Manu. Who? Manu. Manu. Hello, Manu. So he says in the previous question he was speaking about Sorry? why in the previous in the previous question he was telling you about the humanity and why the people are still killing, even though I didn't hear that question. yeah. Sorry, what? So the previous question he asked was about why Предыдущий вопрос, который still killing in their задавал онлайн, был посвящен тому, почему. they were human in their previous Oh, I life, see. Okay, just yes, the got killing, it. Почему Okay. So now he люди asked, все равно how убивают, come хотя that родились after so людьми? many years, more Следующий than вопрос. 5,000 Почему years теперь, of history of human being, people still want to спустя kill nowadays? 5000 лет It feels истории like человечества, люди все равно people хотят doesn't learn убивать. from their previous Судя по всему, incarnation. люди не учатся в своих прошлых рождениях. Tu veux la lire en français? Allez en anglais. Ok. Donc, comment se fait-il? C'est relié à la question précédente sur le fait qu'on renaisse avec des tendances de tuer, etc. Et là, la question, c'est, puisqu'on a au moins 5000 ans d'humanité, comment se fait-il qu'il y ait toujours autant de tendances de tuer? Et il semble que les gens n'apprennent pas, ne tirent pas les leçons de leurs incarnations passées. It's true, but it's not quite as simple as that, is it? If we understand karma. Все именно так, но и в то же время не так просто, если действительно карму понять. So if you're born in this life, you've got to. Okay, so let's say I always use this one example all the time. Years now, 20 years, I use the same example of this little boy who was a fisherman. Я уже 20 лет использую один единственный пример. Пример с мальчиком, которому нравилось рыбачить. You know, I met his mum. This is 20 years ago. She came to me in Kopan. She just heard Lama Zopa teaching about karma, and she was in tears. Я встретила его маму 20 лет назад. Она ко мне пришла в Капане, услышав учение Ламы Зопы о карме. He died 5 years before. Женщина это плакала, потому что сын ее погиб за 5 лет до того, She told me that he'd been a fisherman all his life. занимаясь погружением под воду. И, как она мне рассказала, он всю свою жизнь был рыбаком. She said when he's a very little boy, Как она описывала, когда он еще был маленьким мальчиком, as soon as he first saw fishing, стоило ему впервые увидеть процесс рыбалки, я своими словами сейчас это описываю, он как бы влюбился в этот so процесс. this is how quote-unquote karma ripens. Так вот, так сказать, созревает карма. This one little girl, for example, goes to see the gymnasts and she falls in love and knows she's going to be a gymnast for the rest of her life. As soon as I went to mass when I was a little girl, I knew I'd be a priest. It was like crystal clear, written like in heaven by God, you know. Когда маленькая девочка, скажем, видит гимнасток, она, может быть, немедленно преисполняется решимости всю свою жизнь посвятить гимнастике. Или я, когда впервые попала на мессу, немедленно осознала, что я в своей жизни стану священником, как если бы Бог это на небе огненными буквами начертал. Et dès que j'étais petite fille et que j'ai entendu parler de Dieu, j'ai su que je voulais devenir prêtre. Anyway, there's this little boy. И вот маленький мальчик. His first is 4 ways of karma ripening, okay? Помните, есть 4 способа созревания кармы. At the time of his past death, Когда он в прошлой жизни умирал, from his fully ripened result bank vault, из его банковских запасов полностью созревших результатов, полностью созревшего следствия, bank vault. банковского What do you mean? сейфа. When I say bank vault? He's making up something. François a inventé quelque chose. François! I said it about 7 times. What have you been saying instead? Франсуа, что ты там такое говорил вместо банковского сейфа? Bank vault. Oh God! Now we know. Bank vault. Банковский сейф. All our seeds are saved in our bank vaults. We're carrying around life after life bank vaults.
Все наши, trillions of karmic seeds. все наши семена сохраняются в банковском хранилище. Мы носим с собой целое банковское хранилище неисчислимых семян. Now we're communicating. Теперь понятно, да? So there he was in his past life before he stopped breathing. И вот он в прошлой жизни еще не перестал дышать. One of his tendencies from having not killed in the consciously not killing was triggered. И была пробуждена одна из его склонностей, связанных с сознательным воздержанием от убийства, Get that human mummy. в силу чего он и родился у человеческой матери. Second, his next bank vault. Второе, следующее банковское хранилище, His tendencies. его She said he склонности. was a lovely boy. Как она говорила, он был очень милым мальчиком. Большим количеством хороших склонностей. Добрым, умным, честным, щедрым. But he had a tendency to kill as well. Но у него была также склонность убивать. Now that, we can say, is the residual result of being in the lower realms in the past. Мы можем сказать, что это может быть остаточный результат того, что он в прошлом пребывал в низших царствах. The residual result of being in the lower realms in the past from having killed. Остаточный результат того, что он в прошлой жизни пребывал в низших царствах в силу того, что когда-то убивал. So the tragedy is, he'd finished those lower realms, that killing karma had run out, but he hadn't, but still there's that residual result left over, which because he hadn't purified all aspects of the killing, he was born with the tendency to keep killing. И This is the tragedy. трагедия здесь в том, что он исчерпал карму рождения в низшем царстве, которая была вызвана предшествующим убийством, но при этом в его уме осталась склонность убивать. В этом вся трагедия. Ses graines, et donc il est rené en tant qu'être humain, mais avec ses So then the third result of bank vault is the experiences similar to the cause. Далее третье следствие, или третье банковское хранилище. Следствие подобной причине, переживание подобной причине. Seen and treated by others. То, как его видят другие, то, как другие с ним обращаются. Опять-таки, у него было в этом ключе много хорошей Nice кармы. mummy and daddy. У него были хорошие мама и папа, Kind friends. добрые друзья, Good reputation. хорошая репутация, Treated nicely. с ним хорошо обращались. But eventually, at the age of 29, Но в конечном итоге, в возрасте 29 лет, he died young. He drowned scuba diving. он погиб молодым. Он утонул, погружаясь с аквалангом. The residual result of killing. Это также остаточное следствие убийства. Fourth bank vault is his environmental seeds. Четвертое кармическое хранилище, банковское хранилище кармы — это семена, связанные со средой. Там у него тоже было много хорошей кармы. Environment, very peaceful, very beautiful. У него было хорошее окружение, очень умиротворенное, очень Good красивое, health, all these things. хорошее здоровье и все такое прочее. So, two of the karmic results of past killing, which are the residual results of the main causes from the past killing which caused the lower realms, and because he hadn't purified, he experienced those in that life. То есть в 2 из 4 случаев кармические следствия были связаны с кармой убийства. И это были остаточные следствия от кармы убийства, которая привела его к низшему рождению. И проявились эти 2 следствия в силу того, что он их не очистил. No, not the fully ripened. That in that life, the two residual results from past being in the lower realms, because he hadn't purified all aspects, were the tendency to keep doing it and having it done to him, dying young. В силу того, что в прошлом он не очистил карму, связанную с убийством, у него проявились 2 кармических следствия. Склонность продолжать убивать и случившаяся с ним преждевременная смерть. То, что он умер молодым. But the one of dying young is no big deal. We think that's shocking. Но смерть в молодости — это еще проблема небольшая, хотя именно нам кажется, хотя это переживание нам кажется шокирующим. Самое ужасное — это склонность продолжать убивать. Я объясню, почему это самое трагичное. Вот что получается. This is why, indeed, he's absolutely right. We do not learn from our past experiences. И поэтому, действительно, как и было озвучено в вопросе, мы не учимся на своем прошлом опыте. But this is I'm about to explain why it is so hard.
И я сейчас, собственно, объясню, почему это так сложно, почему так сложно учиться на своих ошибках. So there he is, little boy. Вот этот маленький мальчик. Mummy never liked fishing. Маме его рыбалка никогда не нравилась. She didn't teach him fishing. Она его не учила рыбалке. But he went fishing one day. Но он однажды пошел на рыбалку And it's like he fell in love. и словно бы влюбился. So what's happening is this. Вот что получилось. It's like when I saw the priest. I'm not trying to sound holy. Как когда я увидел священника. Тут не пытаюсь показаться святой. It's like you recognize. Происходит какое-то узнавание. I just knew that was my job, you know. Я просто знала, что это ожидающая меня работа. I was very upset. Работа для меня. Я расстроилась, когда мне сказали, что я священником я быть не могу. They said I had to be a nun. Мне сказали, что нужно быть монахиней. But I could see nuns were not the boss, and I wanted to be the boss. Но я видела, что монахиня не начальник, а хотелось быть начальницей. Anyway, never mind. Но не будем об этом. So this boy, he saw fishing. Так вот, маленький мальчик увидел рыбалку. It's like it triggered the memory. И это словно бы пробудило воспоминания. So what happened simultaneously, Что случилось одновременно? and this is the tragedy, И вот в этом вся трагедия. is attachment. Проявилась привязанность. And what attachment did Что сделала привязанность? was make the object look extremely delicious. Она заставила объект, то есть рыбалку, выглядеть чрезвычайно привлекательным. So I got strong karmic connection with Francois. Например, у меня мощная кармическая связь с Франсуа. Never met him before. Я никогда его прежде не встречала. Lay my eyes on him. Стоило мне на него посмотреть, Bliss out. я преисполняюсь блаженства. That's karmic history between each other. Это кармическая история, которая нас объединяет. Triggers attachment. Она пробуждает привязанность. The stronger the karma between us, Чем мощнее карма, которая нас объединяет, the stronger the attachment, чем мощнее привязанность, the more divine he will look. и тем более божественным он будет мне представляться. Same with the fishing. То же самое с рыбалкой. So I remember one Australian journalist, Помню. Robert Hughes. He was the arts writer for the Time magazine, American Time magazine, for 40 years. Помню одного австралийского журналиста, Роберта Хьюза, который освещал посвященный искусству раздел в журнале Time. 40 лет. He was very articulate, very poetic, very good writer, so very articulate with his words. Он был очень красноречивым, очень хорошим писателем, очень четко использовал слова. And he described in like almost cosmic terms his first experience of going trout fishing. И описывал почти как некий божественный опыт, свой первый опыт рыбалки с помощью динамита. Almost like some mystical experience. Как если бы это был некий мистический опыт. Seems like when you have sex, isn't it? Такие же переживания возникают, когда занимаешься сексом, правда же? The intensity of the pleasure that's triggered in your mind and body. Такова интенсивность удовольствия, которая пробуждается в теле и уме. So naturally, Естественным образом, one, the object looks divine. во-первых, объект представляется божественным. Attachment causes it to look divine. В силу привязанности заставляет объект выглядеть божественным. И вот в этом здесь вся суть. Incredibly blissful feeling in the mind and the body. А привязанность пробуждает в теле и уме невероятно блаженные чувства. So, of course, we're all junkies for good feelings, aren't we? Потому что мы все как наркоманы гоняемся за приятными чувствами, правда же? So the logical deduction Логическое следствие is fishing must be good. состоит в том, что должно быть рыбалка дело Look at хорошее. the pleasure it caused me. Посмотрите, какое удовольствие она мне, эта рыбалка, принесла. Now that is an impossible thing to argue with. Вот с этим невозможно спорить. This is why we're stuck in samsara. Поэтому-то вот мы и увязли в сансаре. Because attachment Потому что привязанность is this vampirist junkie — это подобный вампиру-наркоман, that only wants good feelings. который хочет только приятных чувств. And whatever out there triggers it. Хочет приятных чувств и того, что вовне эти чувства вызывает. То, что вовне эти чувства вызывает, будет нам казаться вкусным, привлекательным, а посему хорошим. That's why people torture, Поэтому люди пытают других, поэтому занимаются педофилией, that's why people drop bombs, поэтому сбрасывают бомбы, murder, убивают, lie, лгут, steal, крадут, rape, насилуют, убивают. habit, Привычка. and it triggers pleasure. Привычка, которая приносит удовольствие. So we're locked inside, literally in a prison. То есть мы заперты в сансаре буквально в смысле как в тюрьме. Karmic imprints Кармические отпечатки and attachment. и привязанность. And we believe in whatever we see. И мы верим во все, что видим. So it's really hard to learn. Поэтому учиться нам действительно сложно.
how we're stuck in samsara. Так вот мы и увязаем в сансаре. And of course, what happens is, Что же получается? she said to me, "Where's he reborn?" Мать, I thought of reincarnation before. When she told me this, "Where's he reborn?" мать меня спросила, а где он переродился? Прежде она никогда о перерождении не думала, но услышала учение и спросила, а где он переродился? And I said, "I don't know, but go and ask Geshe Lama Kontrog." Я сказала, я не знаю, но вы спросите у Geshe Lama Kontrog. This amazing yogi, who was a friend of Lama Yeshe's from Sarah J Monastery in the Невероятного йогина, который в 30-е годы был другом Лама Еши в монастыре Сараджа. He lived in Vajrayogini's Pure Land, Lama Zopa said. Лама Зопа говорил, что Geshe Lama Kontrog жил в чистой земле Ваджрайогини. He lived naked in the mountains with no food and no sleep and no clothing. Он жил голым в горах, без еды, без сна, без одежды. So he spent the last 20 years of his life at Kopan. А последние 20 лет своей жизни провел в Копане. And I said, go and ask him. Я сказала, ну, пойдите спросите у него. They never normally tell you what they see. Обычно мастера не говорят, что видят. If he is a realized being, which is what they say, his clairvoyance is no big deal. He said that for a long time. И мы можем здесь сделать умозаключение. Если он действительно был реализованным существом, именно так его описывали, он обладал ясновидением, и ничего особенного в этом ясновидении не было. Он долгое время обладал. Так вот, мать спросила Geshe Lama Kontrога, где он переродился. Я серьезно дальше описываю. Geshe Lama Kontrog подключился к своему гуглу и сказал, да, сперва он переродился в царстве животных, а сейчас он в адском царстве. And she said, "Oh no, what'll I do for him?" И мать сказала, о нет, а что я могу для него сделать? And he laughed sadly and said, Он грустно "What do you mean for him?" She said, "For everybody." Он грустно засмеялся и сказал, что значит для него? Для всех. Laughed sadly. What do you mean for him? For everybody. Он грустно засмеялся и сказал, что значит для него? Для всех. She's not really. I think she's. I saw her years later. She's not really a Buddhist, but that really was very moving for her mind. Я ее много лет спустя увидела. Она, на самом деле, не то чтобы буддистка, но ее ум это очень глубоко тронуло. Таково страдание неведения, говорит Будда. Мы слепы, как летучие мыши. Нами движут наши кармические отпечатки и привязанность. Именно они нас губят. А меняться действительно сложно. Как говорит Лама Зопа Ринпоче, вот здесь-то в дело включается пустотность. Потому что нам нужно перестать верить в наши кармические видимости. И что самое сложное здесь — это привязанность. Этот рыбак никогда не замечал страданий. Был добрым и умным мальчиком. Матери его никогда не нравилось с ним ездить на рыбалку, но как-то раз она поехала. Поскольку у нее не было склонности убивать, она не была ослеплена. И для нее было очевидно, что рыба страдала. Он ту же самую рыбу созерцал в своей лодке на протяжении 20 лет. Но не интерпретировал то, что видел как страдание, потому что привязанность выдумывает собственную фантазию. He'd written his own novel. Он сочинил собственный роман, основанный на привязанности. Роман относительно того, что существовало в лодке. Будда в буквальном смысле говорит, мы слепы, мы не видим реальности. Как говорит Лама Зопа, то, каковы вещи там вовне, то, какими вещи нам вовне представляются, в аспекте или в форме того, что присутствует в уме. Когда присутствует омрачение,
Объект отражает наше омрачение, и поэтому, например, рыбалка предстает как нечто привлекательное. Почему? Потому что рыбалка ему нравилась. И тогда всего этого мы можем увидеть, насколько сложно нам менять свои умы, менять наши привычки, учиться, как было сказано в вопросе, на собственном опыте. All this is implying emptiness. Все это подразумевает пустотность. Все это подводит к пустотности. But things do not have an existence that we think they have out there. Потому что вещи не имеют того существования, которое нам в них видится. Things don't exist in the way they appear to us. Вещи не существуют в том ключе, в котором они перед нами Things предстают. appear to us according to what's in our mind. Вещи предстают перед нами в соответствии с тем, что присутствует в нашем уме. And because, as Lama Zopa says, we don't think that what goes on in our mind plays any role at all. И поскольку, как отмечает Лама Сопа, мы вообще не думаем, что происходящее в нашем уме играет хоть какую-то роль, So as far as we're concerned, с нашей точки зрения, it's all coming from out there. все исходит извне. There's that cake, Вот пирог, delicious cake, вкусный пирог, just vibrating deliciousness вибрирует своей from вкусностью its own side, с собственной having стороны zero to do with my mind, и совершенно никакого отношения не имеет к моему уму, begging me to eat it. но умоляет меня его съесть. It's not my fault, is it? Это же не я виновата, правда? Isn't that how we think? Разве не так мы мыслим? Like these complete children. Совсем как дети младшего возраста. I remember one example. When I was a feminist, Помню один пример. Я была феминисткой в Лондоне, это было в 70-е годы. a radical feminist, Радикальной one of феминисткой. my policies was Одна из when моих... men insulted me, well, they usually praised my chest. I had a very nice chest when I was younger. Один из моих пунктов моей политики был таков. Когда мужчины меня оскорбляли, а они обычно это делали, восхваляя мою грудь, у меня в молодости была хорошая грудь, Probably all of me looked quite nice. I thought I was ugly, but when I look at photos, I was quite pretty, actually. So it's like, isn't that like it for all of us? я, наверное, довольно привлекательной была. Мне тогда казалось, что я уродина, но сейчас, когда я смотрю на фотографии, кажется, что я была весьма ничего. Так у нас, наверное, всех, в общем-то, в жизни дело обстоит. Anyway, my policy was Политика моя была такая. when men said something in the street Когда about мужчин- my chest, когда or мы- me in general, Когда мужчины на улице что-то говорили о моей груди или обо мне в целом, I would very loudly go up to them and abuse them. я очень Shout very loud and insult them. Я and очень- probably punch them as well. Я очень громко к ним подходила, оскорбляла их вербально и также чаще всего била. I remember in Soho, И помню, как-то раз в Сохо, this sad old little man, там был маленький грустный мужчинка, at him, на которого я накричала, and he practically burst into tears. а он практически I расплакался. felt quite sorry for him. Мне его стало жалко. And he said, И он сказал: if you don't want me to say anything, why do you look like that? если не хочешь, чтобы я что-либо говорил, чего ты так выглядишь? That's what attachment does. Вот, это и происходит сила привязанности. It was true as a Catholic. It was my fault. I was a sin if you boys got your little dick sticker standing up, wasn't it? То есть, It was my sin, wasn't it? я виновата, мой грех с католической точки зрения. Это я виновата, если у вас, мальчики, случилась эрекция. Грешница здесь я. Isn't it? Разве не так? That's how attachment works. That's what we all do. Так вот и работает привязанность. That's how we're like little victims. Так мы все взаимодействуем с объектами. Мы словно маленькие жертвы. François made me jealous. Не я виновата в том, что Франсуа вызвал у меня ревность. It's not my fault you made my little thing stand up. Не я виновата, что у It's тебя not my fault you made me случилась happy. You эрекция. blame the person for making us happy as well. That's how delusions work. Не я виновата, что ты принес мне счастье. Мы людей даже виним в том числе и в том, что они приносят счастье. То есть так работает омрачение. Мы как бы жертвы, This little pauvre petit moi, жалеющие себя я. blaming everything out there. Во всем виним окружающее. Не я виноват. Вот так вот и работает эго. One fellow punched me back.
Один мужчина ударил меня в ответ. qui m'a renvoyé beaucoup de points. That was in Haringey. Это было в Херингейте. In Haringey, in North London, a Greek area. В Haringey. The poor Italian man burst into tears. This is a Greek guy. В Лондоне, в греческом квартале, расплакался He's итальянец. eating his fish and chips. А в этой истории речь идет о греке. Он ел рыбу с Italien, mais là, c'est dans картошкой фри. du nord de Londres. Donc il y avait ce type qui était en train de manger son fish and chips. And there's all the guys drinking their ouzo in the cafes. Sorry. All the guys drinking their ouzo in the Et cafes. donc, il y avait tous ces Сидел с types qui другими étaient парнями, dans пил ces узо cafés, с boire un ouzo. And I walked up and I punched him in the nose. другими. Я к нему подошла и дала ему в Je нос. suis allé vers lui et je lui ai He's envoyé quite un tall. Он был довольно высоким. plutôt grand. And all his fish and chips went flying. И рыба с картошкой повсюду разлетелись. Mostly either they responded about the poor Italian fellow and practically cry or stand there looking stupid, but this fellow started to chase after me and to want to hit me back. Но большинство людей просто либо плакали, как итальянец, либо молчали с глупым видом. Но этот бросился за мной, чтобы дать мне сдачи. Lui s'est levé et a commencé à me pourchasser. And he hit me back. И дал сдачу. Мне стукнул в ответ. У меня, Glasses fell off. У меня свалились очки, сломались сережки. I felt quite respectful towards him. Но я его зауважала. C'est plutôt du respect, Vera. I wasn't upset at all. Совсем не I расстроилась. wasn't upset at all. Et j'étais pas du tout irrité. I admired his courage. Я восхитилась его Imagine отвагой. how silly I would have looked if I'd burst into tears and say, "How dare you hit me?" Представляете, как я глупо выглядела, если бы я расплакалась и сказала, как ты смеешь меня бить? En lui disant comment oses-tu me frapper? I created the cause, didn't I? Ведь я создала причину, правда же? Вот вам карма. Except it's 2.5 lives between punches. Просто 2.5 lives between punches. That's the trouble. That's karma, you see. просто в случае с... 2.5 lives between punches. Karma normally is like that. Просто обычно в случае с кармой между этими ответными ударами 2,5 жизни. Так вот обычно с кармой бывает. Il va y avoir, par exemple, 2 vies et demie entre les 2 coups de poing. Le coup de poing que vous allez donner et celui que vous allez recevoir. Donc c'est ça la différence. So when you accept karma, you can laugh. Так что если принимаешь такое понятие кармы, можно посмеяться. Vous pouvez en rire et je ne blague pas. Это не Like my шутка. friend Jigdrol. Как мой друг Джигдрол. 30 years ago, a monk in Kopan. 30 лет назад это был монах In Капани. 87, he was one of the monks in this sort of mini uprising, demonstrating. В 1987 году он был одним из монахов, которые участвовали в маленьком восстании в Тибете. À ces mini-émeutes. He said his mother and father decided to make many Tibetans. They had 13 babies. Как он сам описывал, его мама и папа захотели сделать много тибетцев, и поэтому родили 13 детей. Donc ils avaient eu 13 enfants. So anyway, he got arrested Его арестовали, Il a été arrêté. and then tortured, пытали, then released, затем отпустили. and then demonstrated again. Он снова пошел на But демонстрацию. his friend had his head blown off. Его другу, His head blown off. его другу отстрелили голову. Qui est mort. And then he eventually escaped to Nepal. В конечном итоге Джигдрол бежал в Непал. Il s'est And then échappé he heard that his father died, brother died. Затем узнал, что умер его отец, умер его брат. So sad, you know, sad. В общем, грустная жизнь, грустно And I все said это. to him, "Do you ever get angry?" Я его спросил, ты когда сердишься? And this is the exact answer. И вот его дословный ответ. He laughed. Он засмеялся He said, "Robina, angry? What for? It's our own fault. и сказал, Робина, на что сержусь? Я сам виноват. It's our own fault." Это наша собственная вина. Now those words are shocking to us, aren't they? И эти слова нам кажутся шокирующими, But he правда? has the view of karma. Но он живет с воззрением So when кармы. you have the view of karma, Когда есть воззрение and you кармы, know that you are experiencing the fruits of your past actions, и знаешь, что переживаешь следствие своих собственных прошлых действий, like when that guy punched me, как в случае с ответным ударом, который я получила, say, "How dare you punch me?" я в этой истории, конечно, бы не сказал, как ты смеешь меня бить. Я знала, что создала причину. The same with Jigdrol. То же самое и с Джигдролом. He knows why it happened. Он знает, почему с ним все это случилось. So therefore, when you have the view of karma, there's no anger. There can't be. Поэтому, когда есть воззрение кармы, не может быть и гнева. Look at anger. Listen to the philosophy of anger. Прислушайтесь к философии гнева, послушайте, что гнев How говорит. dare you do that to me? I don't deserve it. Как ты смеешь со мной так поступать? Я этого не заслуживаю. There's no such thing when you have the view of karma. Но когда присутствует воззрение кармы, такого And there's понятия even нет. compassion. И более And there того, is even compassion. присутствует сострадание. I always mention the story in 2003, Richard Gere, when he invited many former prisoners to New York to meet His Holiness, and all of whom had done some kind of meditation in prison, 20 of them. Я все время вспоминаю историю о том, как в 2003 году Ричард Гир пригласил несколько заключенных для того, чтобы те встретились, бывших заключенных, для того, чтобы встретиться с Аллахом. 20 человек, которые в тюрьме медитировали. И также пригласили несколько
людей вроде меня, которые работали с заключенными, и также пригласили молодых тибетских монахинь. Этих монахинь пытали и подвергали сексуальному насилию в тюрьме, и монахини рассказывали собственную историю. Во-первых, для всех американцев было очевидно, что тибетские монахини не сердились, в них не было гнева. И даже это нам в нашей культуре кажется очень подозрительным. Потому что для нас гнев — это нечто естественное. Потому что с точки зрения материалистической нет ни атома логики, который объяснял бы, почему этих девушек насиловали и пытали. Так что гнев — это естественный отклик. Но эти монахини, как и Джек Дролл, придерживались воззрения о карме. Так что гнева в этой картине происходящего не было. Они не рвали на себе волосы с вопросом, почему это со мной происходит. Этот вопрос не проявлялся. Точно так же, как у преданных христиан и мусульман, присутствует совершенная вера в Бога. Поэтому, делая выбор между материалистическим воззрением христианской или мусульманской, я бы в любой всегда предпочла христианское или мусульманское. Как в истории о родителях двух девочек, которые утонули, когда несколько лет назад разбился один из самолетов Air Asia в Малайзии. Родители спросили, что вы чувствуете по поводу смерти своей дочери? Они ответили, она принадлежит Богу, и Он забрал ее обратно к себе. Мы спокойны. Это воззрение гораздо превосходящее безумную ярость, в силу которой мечешься, вопишь и пытаешься найти, кого можно было бы во всем обвинить. И эти девушки, молодые монахини, в конечном итоге сказали: конечно, мы испытывали сострадание к людям, которые нас пытали, потому что знали, что в прошлом мы совершенно точно их также должны были пытать, и потому что эти люди будут страдать в будущем. Так что с точки зрения кармы присутствует ответственность. Вы выросли, перестали винить других, поняли, что вы начальник. Вы знаете, что ваше счастье — это плод вашей собственной добродетели. Ваше страдание — это плод вашей недобродетели. И тогда присутствует сострадание по отношению к себе. Вы желаете что-то изменить. И видите, что все с вами в одной лодке. И у вас сердце разбивается при мысли о них. При мысли о педофилах, при мысли о Трампах, при мыслях обо всех тех, кто не нравится вам в этой стране, мадам Ле Пен или ком-либо еще, и так далее. Карма в своем философском и опытном применении многообразна. Something like that. So it's time for déjeuner. No, what is it called? Lunch. What's lunch called? Déjeuner. Пришло время обеда. Enough for now? Достаточно для этой сессии. Okay. So we think lunch is nothing existing from its own side. Мы думаем о том, что обед не существует с собственной стороны. Like that Italian fellow, don't get all excited about the food and blame it. Не нужно, как этот итальянец в истории, преисполняться радостного предвкушения относительно еды и винить потом ее. Or I can tell you even a more naughty story. Should I tell even a more naughty story? Могу еще погрязнее историю рассказать. It's about to come out of my mouth. I can't stop it.
Она мне сейчас изо рта выскочит, не могу ее установить. This is Italian. I hope there's no Italians here. Надеюсь, здесь есть итальянцы. Есть итальянцы, я сейчас оскорблю итальянских мужчин. Before I was a radical feminist, I was a radical hippie. Прежде чем я стала радикальной феминисткой, я была радикальной хиппи и очень серьезно относилась к своей работе. Очень серьезно сказать. Вы, наверное, знаете, чем занимаются хиппи. Вот я путешествовала автостопом по Европе и занималась своей хипарской работой. Я путешествовала в 69 году в одиночестве, мне было 25 лет, и я удивляюсь сейчас тому, что меня не насиловали и не убивали каждый день. И когда я была хиппи, я выглядела еще привлекательнее. Я выглядела еще лучше, чем когда была феминисткой. У меня были длинные волосы, высокие каблуки, красная помада, короткие юбки. И я занимался автостопом в одиночестве. В Италии. Столько могла бы рассказать, но одна забавная история случилась в Пизе. Меня подобрал парень на маленькой автомобильчике, который был преподавателем математики. Вежливо сейчас я пишу. Он меня спросил, не хочу ли я с ним остаться. Я была хорошей хиппи и сказала, конечно. Он так возбудился, что въехал в автомобиль, что был спереди. Достаточно историй. Okay, excuse me. Back to lunch. Извините, вернемся к теме обеда. Так вот, перестаньте верить в кармические видимости вкусного обеда. Все это ваши проекции. Не верьте ничему. Растворите все в пустотном пространстве, пространстве пустоты. Проявите пищу, как в огромном черепе в небе. Огромном черепе в небе. Представьте, что Омахум растворяется в этой пище. Энергия тела, речи, ума всех Будд. And now we imagine offering this sublime, empty, transcendental nectar. И теперь мы представляем, что подносим этот чудесный, запредельный, пустотный нектар. We think of all the gurus, all the Buddhas, all the bodhisattvas. Думая обо всех гуру, обо всех буддах, обо всех бодхисаттвах, обо всех живых существах, которые пронизывают Вселенную. And then finally, as Lama Zopa Rinpoche says, И в конечном итоге, как говорит Лама Зопа Ринпоче, meaning of the word chur or puja or offer самый смысл слова «че» или «пуджа» или «подношение» is to visualize all the recipients в том, чтобы представить, что все получатели experiencing the bliss of receiving it. переживают блаженство от получения. Lama Sangye, Lama Chö, Dejen, Lama Gedunte, Kungi Jepo, Lama Te, Lama Namla, Chö Pa Bul. So then enjoy. И дальше вы получаете удовольствие. Затем ведете обсуждение с 2:30 до 3:30. То есть вы разбиваетесь на небольшие группы по 2-3 человека. Очень рекомендую это осуществить. And take any point that you've heard in the teaching Берете любой пункт, который вы услышали в учениях, and discuss it. и обсуждаете его, распаковываете, анализируете. If this were cooking class, Если бы у нас здесь были занятия по you'd only be кулинарии, discussing the recipes you've heard, wouldn't you? You Вы бы- wouldn't discuss the ones you've made up last week or read in a book. Just you discuss the things you've heard. Keep it precise, keep it focused. вы обсуждали бы только те рецепты, которым вас обучили. Вы не стали бы обсуждать рецепты, придуманные на прошлой неделе, прочитанные в прошлом году и так далее. Поэтому и дискуссия, пусть ваше, обсуждение ваше, пусть будут сосредоточены на заданных темах. So the main points, Так что главное, karma, главные пункты здесь — это карма и ум. То, что он является нематериальным и непрерывным, и то, что умов бесчисленное множество. Пустоты мы лишь кратко затронули. unpack and analyze. Возьмите любой компонент этих тем и разберитесь с ним в небольших группах. Now, if you don't want to discuss, Если не хотите обсуждать,
то нет нужды. Vous ne devez pas forcément And discuter. your option is to be silent, Тогда ваш À ce вариант moment-là, просто сохранить молчание. L'autre option, c'est de rester silencieux. not talk about the football or the weather. Не, Vous ne parlez pas du football, не обсуждать etc. футбол или погоду. Этим можно и дома заняться. Так что либо молчите, либо And I'm not обсуждайте. a policeman, so I can't force you, but it's just a suggestion. Я не полицейский, поэтому не могу вас ни к чему принудить. Это все просто рекомендация. D'accord?